Прошу строго не судить. Nega model bo'lgisi keladi. Uyalmaylar, ko'chada rasmga tushasizlarmi, boshqa joyda rasmga tushasizlarmi? Просто все думают, что в модельном бизнесе все зарабатывают миллионы. Будем снимать, чуть позже поговорим о моделинге. Не стало. Всем привет! Я Саид Фазылов, креативщик, фотограф, продюсер и просто хороший парень. В этом блоге, дневнике я показываю и рассказываю инсайты моих рабочих будней. Никаких рамок и правил, только креативная кухня. Подпишись на эпизоды моей фэшн-драмы, кликнув на колокольчик и порадовав комментарием. Ну что, погнали? If you speak English, turn on subtitles. O'zbek tili uchun subtitrlarni yoqing. Всем привет, друзья! Я вот сейчас проверяю почту свою и вижу, что более 300 заявок мы получили от начинающих моделей. Расскажу вот предысторию этого всего. Мы часто проводим какие-то проекты, какие-то интересные съемки и так далее. И я обратил внимание, что в Ташкенте вообще топ-моделей очень мало. Я просто сделал open call, я попросил, может есть какие-то классные лица, какие-то новые, желающие и так далее. И просто мы бросили клич, и получилось, что сейчас мы вот сидим и всем отвечаем. И, следовательно, вопрос некий у меня появился, неужели настолько быть моделями это востребовано? Неужели настолько... 2 hours later. Неужели модельный бизнес кажется настолько интересным, настолько увлекательным? Просто ли это? Поэтому сегодня мы с вами постараемся во всем этом разобраться. Я надеюсь, это будет интересно. Stay tuned, подписывайтесь на наш канал. Salishli. Salom alaykum. Aka. Men lekin o'zim bilmayman hozir bugun qanaqa syomka bo'lishini. Meni chaqirtirishdi, ko'ramiz hozir nima bo'lishini. Никто не поймет вообще, что происходит. О, да, Наталья Пищарда. На самом деле, вот интересный факт такой, мы вообще редко проводим тестовые съемки. Вот что такое тестовая съемка, да? Это когда фотограф и модель, они не находятся в каких-то коммерческих отношениях, да? Это не съемка платная, это не какой-то заказ, это просто делается просто для того, чтобы какие-то навыки для портфолио, для себя как бы наработать. И здесь вот важный момент такой, для модели важно иногда себя открыть с каких-то других ракурсов и сторон, потому что на большой съемке коммерческой часто бывает такое, что мы не успеваем модели давать какие-то комментарии, да, то есть по типу, там, открой глаза, вот я сейчас Шахрузу. Шахрузу. Допустим, я могу вот сейчас, допустим, во время тестовой съемки, так у нас есть время, я могу поработать и попробовать открыть другие какие-то ракурсы, какие-то другие грани, и модель начинает узнавать себя еще в каких-то других позиций. Поэтому это важно для модели в первую очередь. Что? Пространство все размыто, и фокус идет только на глаза модели. В каком-то плане даже текстура кожи у нас размазывается, и получается такой глубокий такой эффект погружения, какой-то медитации. Не знаю, вот мы сейчас выведем вам на экран, посмотрите сами, скажете потом в комментариях, получилось это или нет. Yo, men bitta narsa tushunmayman-da, nega model bo'lgisi keladi? Mana shu savolga qidiryapman bugun javob, tushunyapsizmi? Har doim testoviy syomka bo'lmaydi, потому что har doim ko'pincha bir xil narsalar bo'ladi. Testoviy syomkada odam o'zini yengilli yaratishga harakat qiladi. Masalan, bugun nima qilamiz? Aytdingiz, такой блесковый, что nimadir qilamiz dedingiz. Men o'sha narsaga hozir qiziqaman, chunki menda unaqa narsa fotosessiya bo'lmagan. O'shaning uchun mana keldim. O'sha fotosessiyani ko'ramiz endi qanaqa chiqadi. Hozir lekin kirayotganlarga maslahat beraman. Uyalmaylar, ko'chada rasmga tushasizlarmi, boshqa joyda rasmga tushasizlarmi, qayerda bo'lsa ham tushasizlarmi, uyalmaylar. Farqi yo'q. Qanaqa tushsanglar ham o'zingizlarni praktikanglarni qilib yuraveringlar. Sekin-sekin hammasi bo'ladi.
Qiziq moment bu yerda уже biz aytishimiz mumkin, что bo'lishi kerak portfolio modellarda qanaqadir standartlar bor, to'g'rimi? Lekin bu masalada mana вообще как вот модель nima совет bera olasiz? Начинающий вообще yangi face'larga. Face'larga mana men birinchi o'rinda ular harakat qilayotgan, sizga yozilayotgan 300 tadan ko'p bo'lib ketdi do'st. Yozilayotgan. Masalan, men o'zim boshlaganimda birinchi men modelning boshlagan hamma fotografga yozib tashlaganman. Davay testoviy syomka qilaylik, и qanaqadir syomka bo'lsa o'sha yerga borib turardim. И masalan casting o'zim hamchi telefonda telefonlar ham zo'r rasmga oladi. O'rtoqlarim men xit bo'lib ketardi, rasmga olib qo'yib, yana boshlassam, bu o'shaning uchun yangi начинающий modellarga yozishsa, ular ham или o'zlari ham начинающий fotograflarga murojaat qilsa, конечно, ular chaqiradi. На самом деле, вот сейчас вспомнил про первую тестовую съемку. Первую съемку мы с тобой делали для журнала. Для журнала, да, для New Millennium. For him. Это была первая его съемка, я помню, что тогда мы на него надели костюм. И с того момента ты стал главным у нас этим, да, моделью, которая рекламирует костюмы. Подписчик для важный махаз вообще? Я подписчик не важен. Подписчик umuman kerak emas. Imron. Glamurda mingdan подписчик bor. Umuman bu подписчикlarga qiziqmaydi, lekin qaqib O'zbekistonga kelsa, qayerga chiqsa hamma joyda rasm. Вообще, mana hozir agar bundoq o'ylab qo'yadigan bo'lsa, o'g'il bolalar bor, qiz bolalar bor. Top modellar bizada kim? Без купюр всю правду. Modellardan men bilaman Nastya Kolba. Nastya Kolba. Dasha Abdullova. Reyting bo'yicha aytasizmi endi? Birinchi Nastya, keyin Dasha. Ikkalasi ham yaxshi. Masalan, Regina тоже. Regina? Да, Regina. What? Regina kim? Regina? Regina. Regina. Окей. Regina, Kolba, Dasha. Хорошо, да топ-3 эканбиз эди. Итак, мы переходим ко второй части, к еще более интересной части, потому что мы сейчас будем говорить про женский моделинг. Для этой цели я пригласил Нору. Нора, идем. Нора у нас модель, которая подала как раз заявку на вот этот кастинг, который я объявлял. Сегодня вам повезло, потому что мы будем не просто с ней общаться, мы еще будем параллельно снимать настоящий контент для бренда Lali. Вот мы взяли пару вещей. Я не знаю, что из этого получится, потому что это стилизовал не стилист, я сам сейчас попробовал это быстро, на быструю руку для вас собрать. Здесь на самом деле такой, назовем это так, gender fluid тренды, да, когда этот мужской гардероб можно применить на женский, поэтому здесь очень много вещей, и моих вещей. Но опять же, я не стилист, поэтому прошу строго не судить. Погнали. Итак, мы сейчас вот у театра Наваи, я в маске, соблюдая все меры предосторожности. Вон Нора. Покажите Нору. Красавица. Видите, как будто мы только что сбежали с вечеринки Каучелла, хотя мы в Узбекистане. Будем снимать и параллельно чуть позже поговорим о моделинге. Да, на меня прям. Все. Просто что поменять, да? С банданой намного лучше, конечно. О, красиво, стой. Разворачивайся больше на меня, этой стороны. Вот. Да, хорошо. Нам как мне нужно, чтобы на фоне был свет. Вот сюда, да, просто станем, вот сюда план. Да, нет, да. Устал. Я уже весь мокрый. Ну как? Все хорошо? Да, классно. Не устала? Вообще. У нас, короче, солнце ушло, мы не успели снять все луки. Нужно правильно рассчитывать время. Но это для фотографов. А сегодня мы говорим про модели, поэтому
Сейчас с Норой поболтаем. В общем, мы не успели отснять всю нашу съемку, как мы планировали, потому что солнце ушло. Вот посмотрите, уже темно, абсолютно темно. Это значит, что на сегодня мы закончили на 3 луках. Но это не значит, что мы Нору отпускаем, потому что мы с Норой должны поговорить про модельный бизнес, правильно? Да. Почему вообще все рвутся в модели? Просто все думают, что в модельном бизнесе все зарабатывают миллионы. На самом деле это неправда. Вот. Понятно? И когда модели в первую поездку едут, и они думают, что все круто, они самые красивые, их будут брать. А на самом деле они даже не говорят на английском языке, а конкуренция она очень большая, и там очень много красивых девушек и парней. Нужно круто позировать, нужно очень хорошо говорить на английском, вот, и находить общий язык с клиентами. А не вот так вот, я самая красивая, значит мне все можно, мне можно грубить. Мне можно не общаться, нет, ты не можешь так делать, улыбаться, быть милой. Нужно ли вот учиться? У нас вот столько сейчас школ модельных появилось. На самом деле нет. Оу. Можно просто смотреть в Ютубе, как модели топовые позируют, очень много видео. Как, например, всякие журналы, как Vogue, Базар. Ты знаешь, какие агентства есть в Ташкенте? Про агентство я не знаю. Да, видите? В Узбекистане вообще как можно пробиться, как ты думаешь? Вообще, если у этого человека, у этой модели, там, девчонки или у парня очень серьезные намерения, например, улететь, они готовы улететь за границу, то, естественно, это очень серьезный вопрос. Они должны искать агентство, то есть за рубежом. Это материнское агентство называется. Агент, он должен быть очень сильным, чтобы мог найти хорошие контракты за границей, потому что очень много агентств не всегда везет. Например, бывает такое, что они не оплачивают после поездки деньги. Вот. И если у тебя хороший агент, конечно, вытащит эти деньги, например, и будет заниматься карьерой этой модели. В одиночку вообще невозможно справиться. Ну, в Ташкенте можно, конечно, в Ташкенте. В Ташкенте все получится. Да, а если модель собирается за границу, там, на контракты серьезно намерен вот, заняться своей карьерой, то, конечно, нужно найти хорошего агента, и можно будет тогда улетать и в Японию, и куда-нибудь в Азию. В чем вообще разница вот азиатского и европейского рынка? Азиатский рынок там любит милашек с голубыми глазами. Кавай, да, чтобы было такое? Да, кавай, милашки. В Китае, например, не очень хорошо заходит очень высокий рост. А, например, если в Европу, то там уже нету шансов у девочек роста меньше, чем 174, если они какие-нибудь там, у них супер внешность. Супер неординарная какая-то, да? Насколько важно сегодня для модели вообще иметь аудиторию? Вот Инстаграм, Фейсбук, мы говорим про то, что... Очень важно. Например, в Америке, если у тебя в Инстаграме подписчиц меньше, чем 10 тысяч, то, может быть, у тебя будет меньше шансов получить работу, чем у этой девочки, у которой там, например, 100 тысяч подписчиц. В общем, я не знаю, какой у нас сегодня влог получился. Это был наш первый раз. Надеюсь, он не прям комом сильным, да, вы там напишите. Солнышко, конечно, сегодня ушло. Мы хотели сделать больше кадров на улице, показать проходку модельную, но это значит, что мы должны это повторить и в детали углубиться. А все вопросы, которые у вас есть, еще какие-то если остались, пишите в комментариях. Мы это обязательно учтем, в следующем влоге мы про все вам расскажем, правильно? Да. Все, Нора, пока здесь пандемия не закончилась, поэтому надеваем маски и до скорых встреч. Пока. Пока.